Все начинается не в храме и не в легенде, а в пыльной комнате монастыря Монсеррат, где в 1898 году археолог из Барселоны открывает свернутый в ткани манускрипт. На полях, рядом с латинскими молитвами, странная фраза «Sanguis est clavis» — «Кровь есть ключ». Рукопись описывала не чашу, а сосуд, в котором сохранили кровь, дающую жизнь. Не просто символ Христа, а нечто, что передавалось из рук в руки, скрываемое, охраняемое и переписываемое в кодах. Так началась история, в которой Грааль перестает быть святыней и становится тайной династии, проклятой и благословенной одновременно. На протяжении веков легенды о Святом Граале меняли форму, но всегда оставались тем же — обещанием спасения. Хроники Артура, монашеские летописи, рыцарские романы — все они говорили о чаше, но никто не объяснял, что именно она хранила. Не золото, не драгоценности, а память о крови, о жизни, принесенной в жертву, и, возможно, о тех, кто ее несет дальше. В средневековой Европе Грааль становится не просто символом веры, а опасным знанием. Тем, кто верил, что он существует, грозила смерть. Тем, кто пытался искать его, — безумие. Одни видели в нем реликвию, чашу из рук Спасителя, другие — сосуд иной природы, хранилище родовой тайны, доказательство, что кровь Иисуса продолжилась в людях. Эта версия, столь крамольная, что за нее сжигали на кострах, и породила легенду о пути крови, тайной линии, уходящей от Иерусалима к монастырям Европы, где хранители клялись охранять не предмет, а тех, кто был его живым продолжением. С XIII века следы этой идеи начинают просачиваться в хроники орденов. Тамплиеры, которых обвиняли в поклонении священной голове, могли охранять не артефакт, а родовую память. В ватиканских архивах среди актов инквизиции встречается слово «сан-грааль», позднее разделенное переписчиками на «сан-грааль», «святой Грааль», но изначально это было «сан-реаль», «королевская кровь». И если эта игра слов не случайна, тогда Грааль не в чаше, а в венах, не на алтаре, а в истории. И его охрана не религиозная миссия, а борьба за наследие, которое нельзя было назвать вслух. Где-то между Евангелием и конспирацией, между верой и страхом, Грааль становится зеркалом человека. Кто ищет Бога, видит святыню. Кто ищет власть, находит кровь. Все началось с похода, который не был благословлен. В 1099 году под палящим солнцем Иерусалима первые крестоносцы ворвались в город, который они называли святым. Кровь текла по камням улиц, и среди тех, кто стоял на коленях у храма гроба Господня, уже рождалась легенда о сосуде, в котором хранили кровь Спасителя. Но искали его не все, лишь немногие, те, кто пришел не ради славы, а ради знания. Монахи-воины, появившиеся спустя 20 лет, рыцари ордена храма, принесли с собой не только меч, но и клятву хранить нечто, найденное под руинами храма Соломона. Они называли это реликвия сангвинис, реликвия крови. Не золото, не мощи, сосуд, возможно, каменный, возможно, из оникса или агата. Говорили, что его нашли в подземельях, куда не ступала нога человека со времен разрушения второго храма. А может быть, нашли не предмет, а след, зашифрованную карту, путь, ведущий через века. Когда орден тамплиеров окреп, их крепостя протянулись от Иерусалима до Нормандии, от Кипра до Пиренеев, и вместе с ними тень тайны.
В хрониках короля Арагона упоминается, что рыцари перевозили священный сосуд в особом кивоте, закованном в железо, и что путь их лежал через Пиренейские горы. К монастырю Монсеррат. Там, где века спустя археолог найдет ту самую фразу «Кровь есть ключ». Монсеррат — место, где камень и небо сходятся в сером безмолвии. Говорят, что под его скалами система древних пещер и что в одной из них рыцари храма хранили не золото, а то, что называли «корпус сангвинис» — тело крови. Некоторые исследователи полагают, что именно здесь Грааль обретает свою географию, становится точкой на карте, связанной тайными путями Ордена. Но время не щадит ни орденов, ни легенд. В 1307 году, в ночь на 13 октября, когда по всей Франции вспыхнули факелы арестов, вместе с магистром Жаком де Мале исчезли многие реликвии Ордена. Среди них арка сангвинис, ящик крови. Никто не знает, что было в нем, но на допросах Инквизиции рыцари повторяли одно и то же. Грааль не от всего мира, он живет в нас. Когда тамплиеров сожгли, тайна не умерла. Она лишь ушла под землю в братство, рукописи, символы, вырезанные на камнях. И с тех пор каждый, кто искал Грааль, шел не к предмету, а к вопросу, что именно скрывали те, кого казнили как еретиков. И с этого момента история Грааля перестает быть историей церкви. Она становится историей памяти, крови и власти, передаваемой в тени костров. Ветер истории уносит пепел тамплиеров, но след остается на гербах, в песнях, в архитектуре. И где-то между монастырских архивов шепчут, что орден не исчез, а лишь сменил одежду, и что Грааль — не утраченный сосуд, а знамя тех, кто поклялся хранить истину, которую нельзя произнести. После падения Ордена Тамплиеров легенда не исчезла. Она изменила форму. То, что когда-то было клятвой рыцарей, превратилось в шепот монахов и алхимиков. В монастырях Южной Франции и Северной Италии начали появляться трактаты, странно похожие друг на друга. Символ чаши, знак крови, крылатый крест. Все они говорили об одном и том же, о великом сосуде трансформации, в котором соединяется земное и божественное. Во Флоренции XV века алхимик Джульяно ди Бенедетто писал в своем дневнике: «Истинный Грааль не сосуд, но процесс. В нем кровь человеческая становится светом». Этот дневник, сохранившийся в правной коллекции, был найден рядом с изображением красного круга, в центре которого стилизованная лилия. Многие уверены, что это символ тайного наследия тамплиеров, перешедшего в руки оккультных обществ эпохи Возрождения. Тогда же в монастырях Монсеррат и Шартер появляются описания операции крови, ритуала, символизирующего очищение через страдания. Некоторые современные исследователи считают, что именно отсюда пошел миф Грааля как о сосуде, дарующем бессмертие. Но бессмертие это было не физическим, а духовным, памятью рода, идеей, переживающей века. Постепенно Грааль стал тенью, путешествующей по Европе. Его образ находили в витражах, в орнаментах соборов, в старинных картах звездного неба. В Шартерском соборе до сих пор можно увидеть фреску, где под куполом изображена чаша, из которой льется свет, не вниз, а вверх, к небу. Такой перевернутый поток символизировал не принятие дара, а вознесение человеческого духа. В одной из латинских рукописей XV века
найденной в аббатстве Сен-Марис, есть строчка: «Те, кто следует пути крови, не ищут сосуд, они ищут память о первой жертве». Это намек на то, что Грааль был связан не только с христианской традицией, но и с более древними культами, мистериями, где кровь считалась ключом к возрождению. В конце XVI века алхимия вступает в свой расцвет, и вместе с ней новая волна легенд. Грааль теперь называют лапис сангвинис — кровавый камень. Он объединяет идею философского камня и чаши Христа. Ученые того времени верили, что формула превращения металлов — лишь отражение более высокой цели — преображения души. Среди них был таинственный исследователь, известный под псевдонимом Фратер Аурелиус. Его письма описывают странные эксперименты с ртутью и кровью животных, попытку оживить свет. Он утверждал, что видел Грааль во сне, сосуд, наполненный не жидкостью, а сиянием, похожим на пламя. После этого он исчез. Его лаборатория была найдена оплавленной, будто внутри произошел взрыв без огня. С этого момента Грааль становится не просто реликвией, а кодом, шифром, спрятанным в символах алхимии, архитектуры и искусства. Кодом, который повторяется в самых неожиданных местах, от готических соборов до старинных картин звездного неба, от древних текстов до гербов аристократических родов. И все они, казалось, говорили одно: истинный Грааль не найти в храме, его нужно узнать в себе. 18 век. Европа бурлит, эпоха просвещения, революций и тайных обществ. Но под маской рациональности рождается новая вера. Вера в тайное знание, скрытую истину, унаследованную от орденов, которые сгорели на кострах. Масоны, розенкрейцеры, иллюминаты — все они утверждали, что несут свет истины. Но некоторые их тексты говорят о другом, о пути крови, ведущем к священному сосуду духа. В масонских ритуалах конца XVIII века появлялись странные символы. Чаша, обвитая змеей, красная звезда над треугольником, буквы SG, Санктум Грааль. В архивах лондонской ложи «Роза Севера» сохранилась запись: «Чаша — не предмет, но состояние. В ней спит пламя, что видели стражи Трама». Для непосвященных это звучало как поэтическая метафора, но для тех, кто знал, это была древняя клятва. Считалось, что именно масоны унаследовали часть знаний тамплиеров. В их архитектуре, символах и даже церемониях угадывались тени старого ордена. В некоторых уставах прямо говорилось: «Мы дети тех, кто охранял сосуд крови». Эти слова редко произносились вслух, только при свечах, за закрытыми дверями. Параллельно в Германии и Франции набирает силу розенкрейцерское движение. Их манифесты «Fama Fraternatis» и «Confessio» полны намеков на Грааль. Там говорилось о камне, рожденном из крови и света, о братстве, чья цель — сохранить чистую искру духа в мире тьмы. И хотя официально они отрицали связь с орденом Трама, в старинных гравюрах розенкрейцеров можно увидеть чашу, стоящую на алтаре с розой, из которой капает кровь. Эта символика не случайна. В их трактовке Грааль был не сосудом, а сердцем человечества, метафорой внутреннего огня, способного противостоять злу и разрушению. Многие философы той эпохи, от Сен-Мартена до Иакоба Бёме, говорили о внутреннем храме, где человек соединяется с божественным. Именно этот храм называли чашей Грааля.
Но чем больше символов, тем больше тайн. Среди архивов французского ордена «Ля Люмьер Руж» обнаружен документ, в котором говорилось о путешествии в Монсеррат, совершенном в 1774 году членами братства. Они искали не золото и не мощи, а камень, что сияет в темноте. По преданию, они нашли его или то, что приняли за него, полупрозрачный кристалл, окрашенный внутри как будто следом засохшей крови. Через несколько лет весь орден был уничтожен во время революции. Камень исчез. Но в записках одного из выживших братьев есть фраза «Мы не потеряли сосуд, мы стали им». С этого момента Грааль перестает быть реликвией. Он становится идеей, тайной, передаваемой от ордена к ордену, от посвященного к ученику. Одни видят в нем истину, другие — власть, и каждый ищет его не в горах и трамах, а в самом себе, там, где кровь соединяется со светом. Но история не останавливается на символах. В XIX веке Грааль возвращается уже не как тайна монашеских орденов, а как вдохновение для художников, писателей и тех, кто вновь решает искать его на земле. XIX век принес Европе новую веру. Веру в науку, археологию, возможность объяснить все, что веками было сокрыто. Но вместе с рассудком вернулось и безумие. Легенда о Граале перестала быть метафорой и вновь стала целью. Теперь за ней охотились не монахи и философы, а ученые, оккультисты, археологи и авантюристы. В 1818 году британский исследователь Чарльз Сэндфорд объявил, что нашел следы Грааля в Испании, в соборе Валенсии. Он утверждал, что чаша, хранящаяся там, та самая, из которой Христос пил на Тайной вечере. Позже экспертиза показала, сосуд действительно древний, возможно, I века до нашей эры. Но доказательств связи с Иисусом так и не нашли. И все же этот факт стал отправной точкой для сотен экспедиций, в которых археология и вера переплелись до неразличимости. К концу XIX века к легенде подключаются эзотерики. Француз Жерар де Нерваль, писатель и мистик, писал: «Грааль — это не чаша, а сердце мира, где кровь человеческая становится светом небесным». Эта фраза вдохновила немецкого писателя Вольфрама фон Эшенбаха, создавшего поэму «Парсифаль», где Грааль — кристалл, упавший с небес. С тех пор образ сосуда света стал неотъемлемой частью европейской культуры. Именно этот символ позже превратится в идею, которая пленит умы самых опасных людей XX века. 1930-е годы, нацистская Германия. Рейх увлечен мистикой, древними артефактами и символами силы. В архивах СС создается подразделение АННРБ, институт, изучающий происхождение арийской расы и реликвии древнего знания. Его агенты ищут все, что может укрепить миф о божественном предназначении Германии. В числе этих реликвий — Грааль. В 1936 году экспедиция под руководством Отто Рана отправляется в Пиренеи, к подножью Магры-Мансигур, туда, где когда-то стояла крепость катаров, еретиков, считавших, что истинный Грааль — это знание, дарующее освобождение от тьмы мира. Ран был уверен, что именно здесь спрятан сосуд, вывезенный тамплиерами после разгрома ордена. Он писал: «Грааль не вещь. Это кристалл духа, чистый как жертва, страшный как истина». Экспедиция ничего не нашла. Но документы Рана попали к Гиммлеру, и в замке Вевельсбург, превращенный в храм ордена СС, был создан особый зал — круг чаши. В центре — каменная плита в форме круга. По периметру 12 кресел для рыцарей Черного Солнца. Символика была очевидна. Грааль снова стал знаком власти и бессмертия. Когда война закончилась, замок Вевельсбург был частично разрушен, а архивы АННРБ исчезли. Но среди уцелевших документов есть строки,
в которых упоминается сосуд света, несущий кровь мира. Все указывает на то, что поиски Грааля даматистов были не просто идеологией, а частью проекта по созданию нового человека. Грааль снова стал опасен. Из священного символа очищения он превратился в знак гордыни. И, возможно, именно это самое страшное проклятие пути крови. Каждый, кто ищет Грааль, ищет не свет, а власть. После Второй мировой войны Грааль исчез из заголовков газет, но не из умов исследователей. Он вновь ушел в тень, туда, где сходятся вера, история и конспирация. Вместо рыцарей — ученые, вместо храмов — архивы. Но цель осталась той же — найти сосуд, в котором, как говорили, запечатлена сама суть человеческого духа. 1950-е годы. Ватикан открывает серию исследований, посвященных реликвиям христианства. Большинство из них под грифом «Secretum Apostolicum». Среди прочих документов доклад о «De Calice Domini», в котором упоминается о 3 возможных сосудах Грааля, расположенных в Европе и Малой Азии. Один из них — тот самый, что хранится в Валенсии. Второй — в армянском монастыре на горе Арарат. Третий — упомянут как сосуд, скрытый в сердце гор. Никаких координат, только латинская фраза «sub lapide sanguinis» — «под камнем крови». Эта строка породила волну поисков, в которых сошлись археологи, мистики и охотники за тайнами. С конца 1960-х годов в Европе появляются десятки экспедиций, в том числе в Пиренеи, Карпаты, на Кавказ. Никто ничего не находит, но каждый возвращается с ощущением, что ищет не предмет, а присутствие. В 1982 году выходит книга «Святая кровь и святой Грааль», авторы которой утверждают, что Грааль — это вовсе не чаша, а династия, потомки Иисуса и Марии Магдалины, чья кровь — истинный сосуд. И хотя официальная церковь отвергла эти идеи, книга породила новую волну интереса. Теперь Грааль искали не в камнях и архивах, а в генах, родословных и тайных орденах Европы. Некоторые исследователи утверждали, что Ватикан действительно скрывает документы, где упоминается «Sanguis Christi Vivus» — «живая кровь Христа». В 1998 году итальянский журналист Андреа Марини опубликовал статью о засекреченных раскопках в катакомбах под Неаполем, где нашли сосуд с остатками свернувшейся темной жидкости. Официально — кровь неизвестного мученика. Неофициально — очередной намек на Грааль. В начале 21 века поиски перешли в цифровую эпоху. Дроны, спутниковые снимки, нейросети — все работает на разгадку древней тайны. На юге Франции, в районе Монсигюра, исследователи нашли подземную структуру, совпадающую по форме с символом Грааля из средневековых манускриптов, но доступ к ней закрыт. Французское правительство объявило зону охраняемой, а все материалы исследований засекреченными. Сегодня, спустя почти 1000 лет после первого крестового похода, вопрос остается тем же. Что есть Грааль? Предмет, кровь или идея? Одни верят, что сосуд все еще существует и что он покоится в тайной крипте под монастырем Монсеррат. Другие считают, что Грааль — это символ, вечно ускользающий от тех, кто ищет власть, и открывающийся лишь тем, кто ищет истину. Но что, если правда где-то посередине? Что, если сосуд действительно существует, но его сила не в чуде, а в том, что он прожил века, сохранив память о том, что такое жертва и вера? Современная наука не верит в чудеса. Но есть границы, за которыми даже наука становится почти религией, там, где речь идет о происхождении сознания, жизни и веры. Именно туда сегодня сместился поиск Грааля. Не археологи, не рыцари и не алхимики, а физики, биологи и историки культуры пытаются понять, что же символизировал этот сосуд на самом деле. В 2007 году группа археогенетиков из Кембриджа провела исследование тканей древних реликвий, включая сосуд из Валенсийского собора. Они не нашли божественной крови,
но обнаружили микроскопические следы вина, смешанного с органическими веществами, схожими по составу с кровью человека. Результаты вызвали сенсацию, но не потому, что доказали существование чуда, а потому, что показали, что легенда может быть следом реального ритуала, в котором символ крови не был метафорой, а настоящим актом памяти. Тем временем в области истории религий ученые все чаще говорят, что миф о Граале не уникален. Похожие представления существовали в древнеегипетских мистериях, в персидском культе Митры, в легендах кельтов о волшебном котле Возрождения. Во всех этих образах повторяется одно — чаша, в которой кровь становится светом. Это универсальный символ — память о жертве, преодолении смерти, о вечном круговороте жизни. Но есть и другая грань. Современные философы видят в Граале отражение человеческой психики. Юнг писал, что Грааль — это архетип целостности, внутренний сосуд, в котором соединяется разум и душа. А современные исследователи добавляют, возможно, именно поэтому легенда пережила тысячелетия, потому что Грааль живет не в храме и не в земле, а в человеке, ищущем смысл среди хаоса. В 2015 году в монастыре Монсеррат вновь провели раскопки. Официально археологическое исследование подземных ходов, неофициально поиск следов ордена храма. Одна из камер найдена под скалами, оказалась странно оформлена. На стенах выбит знак чаши, а под ним латинская надпись «Non in lapide, sed in corde est». Не в камне, но в сердце. Эти слова будто подвели черту под всей тысячелетней историей. Сегодня мы знаем, неважно, существует ли Грааль как предмет, важно то, что он заставил человечество искать. Через века, через кровь, через костры и войны, в поисках одной истины, которая, быть может, была с самого начала не во внешнем мире, а в нас самих. В этом и есть его сила. Сосуд, который невозможно разбить, потому что он создан не из камня, а из веры, памяти и жертвы. И, возможно, когда последний искатель перестанет искать, а просто посмотрит внутрь себя, тогда и откроется настоящий Грааль, не как легенда, а как откровение. Ночь. Тихая, холодная, почти беззвездная. Где-то среди пыльных архивов, среди камней, на которых уже не видно следов времени, остается один вопрос, который не умирает. Существовал ли он на самом деле? Грааль. Сосуд, в который, по преданию, Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Христа. Кровь, ставшая символом жизни, веры и вечного поиска. Тысячи людей шли за ним. Короли и монахи, рыцари и преступники, одни ради спасения, другие ради власти. Но в конце пути каждый находил не то, что искал, а самого себя. Израненного, измученного, но уже изменившегося. Легенды рассказывают, что истинный Грааль исчез не на поле боя и не в монастырских склепах. Он растворился в истории, как свет в рассветном тумане. А может, и не исчез вовсе. Может, каждый раз, когда человек умирает за правду, или спасает другого, или хранит память о тех, кто пал, он становится частью этой чаши. Есть старая рукопись, найденная в середине XIX века в одном из аббатств. На обложке только символ круга и крест внутри него. В тексте говорится, когда человек перестает видеть в крови кровь, а видит в ней память, тогда Грааль обретает форму. Эти слова словно завещание всем тем, кто искал. И, может быть, именно это и ответ. Сегодня Грааль не предмет охоты, а метафора, которая прожила больше империй, чем все завоеватели вместе взятые. Он как тихий пульс истории, который слышен только тогда, когда все вокруг замирает, когда ты стоишь перед руинами древнего храма или перед простым каменным крестом и вдруг чувствуешь, время смотрит на тебя. Легенда о Граале начиналась как история о крови,
но закончилась историей о вере. Она прошла через меч и крест, через алхимию и мистицизм, через войны и поиски, чтобы в конце стать зеркалом самого человечества. И когда-нибудь, возможно, в какой-нибудь темной часовне, под светом единственной свечи, археолог поднимет из земли обломок старого сосуда. На его краю следы времени, трещины и след крови, почти стертый. И он поймет, это не просто находка, это напоминание, что все, ради чего мы ищем, все, ради чего страдаем, уже было внутри нас с самого начала. И тогда тишина. Никаких фанфар, никаких чудес, только шелест ветра над древними горами и тихий шепот истории. Путь крови завершен, но поиск вечен.